Сегодня по теме семинара внедрения и распространения учения о спасении и гармоничном развитии я показываю методологию формирования восприятия, реализующего внедрение и распространение моего учения посредством восстановительного комплекса. Эта методология основана на том, что вы выделяете в информационной среде, в своем восприятии, выделяете цифру, выделяете букву и выделяете временной аспект. При этом, когда я буду рассказывать о сегодняшней технологии, желательно просмотреть объединяющий фактор, который говорит о том, что даже если вы выделяете, например, время, то время может иметь форму. И когда вы работаете с технологией, которую я показываю сегодня, желательно, чтобы то, что было выделено на основе, например, цифры и буквы, то есть достаточно объемных в восприятии человека систем, переносилось на временной аспект, потому что работа со временем будет идти так же, как с формой времени. Поэтому сегодня именно задача предотвращения, например, возможной глобальной катастрофы и обеспечения гармоничного развития в идеале вечного, эта задача будет решена посредством того, что вы будете выделять в своем восприятии именно форму информации, и эта форма, она будет характеризовать какой-либо процесс уже как следственный. Например, число – это следствие формы, буква – это следствие формы. И также, когда мы говорим о времени, то будем говорить именно о форме времени. Таким образом, первый метод, он основан на том, что вы выделяете в событийной системе, выделяете число. Значит, метод выделения числа по данной технологии, он такой, что вы рассматриваете какое-либо число, например, событие, которое вы смотрите перед собой, может иметь различную количественную характеристику. То есть, например, сделать одно управление для реализации цели события, или же в событии участвует, например, несколько элементов, тогда получается число соответствует количеству элементов. То есть вы сами задаете количество элементов. Так вот, управление здесь заключается в том, что область моего учения о спасении и гармоничном развитии – это то, что делает число объемным, и объемным в сторону вашу, то есть к вам. Например, я выделяю число 1 как элемент единственного управления, предположим, для предотвращения ядерного взрыва на ядерной станции, и при этом это число 1, то есть единым импульсом надо сделать, содержит достаточно много характеристик. Первая характеристика – то, что действие должно быть совершено в конкретном данном случае обязательно. Следовательно, мне нужно учесть фактор будущего, который содержится в этом числе. И вот когда я говорю о структуре именно моего учения о спасении и гармоничном развитии, то содержание учения подразумевает обеспечение обязательного достижения этого управления. И когда я говорю о числе, которое передо мной и, в общем-то, в плоском виде, например, в 50 сантиметрах от меня, это число 1, то управление заключается в том, что путем выделения формы, полусферы в мою сторону от числа, я реализую цель управления. То есть цель управления, она одновременно растет в сторону от вас, то есть в сторону, например, за числом. Да? То есть если область учения – это то, что ближе к вам, разделительная среда – само число. Вторая полусфера – это область управления, которая действует уже непосредственно на цели управления. В качестве конкретной практики я сейчас сразу же ввожу элемент вашего действия. То есть желательно, чтобы вы сделали управление, основанное на том, что поставили задачу зала как цель управления, и при этом в едином импульсе, например, число 1, выделили эту форму, которую я сказал, именно полусферическую форму с двух сторон, и получили именно число 1 как единый импульс управления по задачам зала. То есть делается достаточно просто, то есть вы просто-навсего выделяете число, то есть ставьте перед собой в своем восприятии число 1, наполняете, вытягиваете мысленно, полусферическим образом к себе форму. Форма может быть, например, серебристо-белого цвета, то есть выпуклость придаете, да, стереоэффект этому числу. И одновременно отслеживаете уже духовным зрением, обратите внимание, вы отслеживаете духовным зрением, как растет число в сторону к вам, например, от меня, когда я работаю. Соответственно, когда вы работаете, это растет ко мне.
И когда вы смотрите элемент там, взаимного роста, то вы видите, что задача зала реализуется в едином импульсе, где единственность – это есть точность, то есть обязательность достижения управления по задаче зала. Когда я говорю о задаче зала как о обобщенном уровне управления, то есть ведь задачи, конечно, разные, но когда мы говорим о том, что в едином импульсе реализовываются все цели управления, то ясно тогда, что в едином импульсе можно реализовать, в принципе, любую совокупность целей. В качестве следствия сделайте сейчас управление, чтобы найти это следствие. То есть ведь много в элементах познания таких величин, которые необходимо найти в первом же уровне реализации. Например, я говорю сегодня о сегодняшнем методе, а уже этот метод содержит множество каких-то элементов развития. И вот примените этот метод, чтобы получить ответ на интересующий вас вопрос. Вот, например, можете формулировать вопросы, можете нет, может быть, просто на уровне таком, что есть, например, духовное управление в этой технологии, именно о духовном я сказал сейчас управлении. Значит, просто рассмотрите в оптическом элементе духовный именно уровень, духовный элемент, и примените к тому, чтобы увидеть этот элемент, опять же, этот же самый метод. То есть область учения – это то, что ближе, и идет по отношению к вам от числа, а область управления – это за числом. Таким образом, когда вы это делаете, то есть входите в поисковую систему, само число, именно граничная система между областью учения и целью, то есть цель может содержать как духовный план, как чувственный, так и уровень, например, событийный или, например, восстановление здоровья, то именно переходный уровень – это есть область вашего мышления. И вот когда вы находите область мышления, там, где область мышления взаимодействует уже с различными элементами реальности, включая физическую реальность, вы видите, что восстановление – это обращение этого числа к вам, но обращение по каналу уже, по пути души. Вот путь, идущий к вам, это путь души. И поэтому выделение, достаточно строгое выделение в работе всего лишь с одним числом элементов достижения души в данном случае характеризует и предметность именно восприятия души. Ведь когда мы говорим о восприятии и рассматриваем, например, оптический уровень восприятия, то работа, например, элементом разума, элементом восприятия, который характеризует события, или элементом духа, это элементы, выделенные в оптической все-таки системе, потому что восприятие может быть оптическим тоже. Но когда мы говорим о душе, то мы видим первоорганизующую систему. Поэтому, когда мы от единого числа имеем путь уже к своей душе, то мы видим, что управление заключается в том, что душа может иметь определенное действие. И я ввожу такой термин, как действие состояния. И вот когда вы, например, используете такой, в общем-то, термин из двух слов, как действие состояния, и добавляете туда действие состояния души, то есть третье слово, то вы видите, что вы можете увидеть систему организации буквы, как организовывается буква в форме информации. Постарайтесь в качестве самостоятельной работы посмотреть, каким образом буква растет в системе информации. Ведь есть законы восприятия, например, законы сознания, которые характеризуют достаточно, например, простые принципы распространения элементов сознания. Например, если я смотрю на микрофон, то для того, чтобы не было возможной глобальной катастрофы, я сначала в первичном действии просмотра, например, физическим зрением, делаю действия для того, чтобы этого не произошло. Так вот, чтобы этого не произошло, я же закладываю, например, первую букву, например, нет глобальной катастрофы. Тогда получается управление, которое исходит от души, организующей букву, ведь я же сказал вначале, что и будет метод управления, где будет использоваться именно понятие буквы, одной буквы, то в данном случае одна буква – это буква «Н». Она должна решать систему управления в задаче первичного уровня восприятия. И вот когда вы, одним словом, налагаете первый уровень восприятия с мгновенным действием, вы получаете практически уже следующий уровень, получаете слово. По возможности сейчас проделайте таким образом работу, чтобы когда ваши конкретные личные цели, например, вы пришли с конкретной целью, где первым элементом является спасение всех, а далее решение частных задач,
то вот когда вы решаете уже свою задачу, сделав первое действие, посмотрите, где вы видите организацию вашего предложения как цели управления и какая элементная буква в данном случае является управляющей. То есть в управлении через букву существует принцип управления через букву, содержащуюся в предложении, например, или в слове. И вы, видимо, так достаточно часто замечали, ну, как бы в своем восприятии, что когда вы формулируете и пытаясь, например, мысленно представить именно предложение, как оно должно быть написано сначала, в оптике высвечиваются только некоторые буквы, или там одна первая. Это понятно, потому что как бы в восприятии, если вы даже начинаете писать, логика такова, что моторика, например, движение руки такова, что вы начинаете писать все-таки с первой буквы, а не пишете, например, там сразу все буквы. Поэтому вот логика сознания, развитие сознания, она такова, что моторные функции, то, что вы имеете, например, в виде своих собственных систем развития, эти функции, они накладываются на элементы развития вашего сознания. И вот постарайтесь сейчас в пространстве вашего мышления, старайтесь сделать одновременно со мной. То есть, когда я говорю в пространстве мышления, достаточно понятно, это то, что соответствует уровню мышления. И старайтесь соединить уровень развития буквы с уровнем развития цифры. То есть, выделите уровень и постарайтесь как бы соединить в каком-то одном месте. Казалось бы, буква, да, и цифра, ну, объективно некие системы, если мы их рассматриваем в системе восприятия, то соединение буквы с цифрой при условии, например, формирования управления через форму создает некий третий элемент информации. Так вот, этот третий элемент информации, вы увидите, что он перемещается практически как бы по определенному очень жесткому коридору, ну, начиная, например, с уровня буквы и с того уровня, который, ну, в объемном как бы уровне полусферическом развивается в мою сторону, это область моего учения о спасении гармоничного развития. А опять же, за буквой плоской, так же, как и в подобии с цифрой, значит, вы имеете распространение своей целевой функции управления за буквы, уже идущие, например, в сторону от вас. То есть, когда вы делаете соединение цифры с буквой, элементная система управления уже существует и развивается по определенным законам. То есть здесь можно рассмотреть именно вот канонические, то есть законодательные, что ли, системы развития сознания, когда первое действие приводит к следующему действию. И вот когда вы выделяете в своем управлении, что одно действие приводит к следующему действию, то вы видите элемент, во-первых, контроля, во-вторых, элемент управления как за первичной целью, когда вы делаете управление, так и за обязательной достижимостью управления по макроспасению, во-первых. Во-вторых, уже и решение частной задачи в каком-то интервале, например, времени. Вот когда вы уже идете по линии времени, решения за свои задачи, например, то в системе макроспасения время начинает рассеяться, как бы отсутствовать. Ведь принцип макроспасения, он заключается в том, что обязательно должно наступить спасение, не должно быть в любом случае возможной глобальной, например, макрокатастроф, и должно быть обеспечено вечное гармоничное развитие. Соответственно, это элементы вечности, и поэтому, когда вы переходите к решению частных задач, то здесь вы рассматриваете процесс таким образом, что решение данной частной задачи – это есть вневременной аспект. То есть функция сознания такова, что она срабатывает по определенному законодательному уровню и выводится аспект времени. Так вот, когда я сказал о том, что время в данном случае выводится после первичного действия, то это закон развития сознания, который гласит о том, что действие – это вневременной аспект, когда вы рассматриваете действие от реализации души. Ведь душа действительно, она реализует задачи часто вне времени, да, и вне пространства, это есть как бы истинные от Создателя задачи души. И вот когда я говорю именно то, что от Создателя, вы видите тот свет, который не сходит от вашей души, обратите внимание, да, на цель
управления, и он именно не сходит. Вот когда вы смотрите, значит, именно вот этот уровень как не сходит, то есть не, да, отрицание. Принцип отрицания в действии сходит, а не сходит, это значит элемент времени можно изъять, то есть нет времени. И когда вы начинаете, например, управлять посредством соединения слов и действия, то здесь видно, что когда вы управляете посредством именно буквы, то сфера моего учения спасения гармоничного развития, которая располагается к вам, эта сфера, она сосредоточена, очень концентрирована одновременно и в самой системе буквы. Ну, то есть буква как материальная система. Можно ее, например, написать, да? Я могу написать букву А. И в восприятии поставить перед собой букву А и считать, что управление достаточно сделать так. Например, я могу каждое предложение начать с того, что сказать А, запятая, например, а дальше какое-то предложение. Тогда получается, что какое предложение дальше, в принципе, уже несущественно. Дальше можно управлять только через одну букву, где само предложение может быть любым. И вот мы сейчас приходим к универсальному принципу управления, где понятие, там, например, неточности управления или понятие, предположим, того, что управлению нужно долго обучаться, эти понятия нивелируются, вы получаете обязательную достижимость управления по макроспасению, как минимум, и можете достичь обязательную достижимость управления по личным задачам. Сейчас сделайте совместно со мной управление. Оно заключается в том, что вы также ставите просто перед собой восприятие букву А и постарайтесь посмотреть, как эта буква начинает засвечивать такие же буквы тех людей, которые находятся рядом. И вот когда, даже не обязательно рядом, там, в зале, может быть, где-то даже на другом континенте. Потому что ведь букву А может проговаривать любой человек. И вот когда вы смотрите передачу вот этого вашего свечения к однобуквенной, получается, системе, то видно, что в основе этой буквы находится форма, которая находится в вашей душе. И вот здесь я ввожу такое понятие, как выделение формы управления душой. Когда вы, например, работаете именно уровнем души, для вас достаточно все прозрачно, и не нужно, например, каких-то волевых усилий, чтобы реализовалось управление, потому что душа – это создающая, созидающая система. И по законам наиболее реализованным от Создателя, она создает так, как делает Создатель. Когда вы рассмотрите принципы управления, которые сейчас я даю по распространению учения, именно как принципы от Создателя, вы увидите, что все становится на определенном уровне достаточно просто, и вы увидите в этой точке простоты, как организовывается дух в тех же понятиях, о которых сейчас я сказал словами. Потому что ведь целью же управления является создать такой духовный уровень, который позволяет всегда, независимо от вашего состояния, даже если вы спите, реализовывать макроспасение и достигать обязательного управления по личной цели. И поэтому, когда вы, прослушав, например, эту лекцию или ее вспоминая, сакцентируете внимание на том, что как же работает дух в тех же понятиях, то вы увидите, что дух – это есть действие, где отсутствует временной аспект в цели действия с точки зрения вот данной технологии. И тогда вы увидите, что если, например, мы говорим об управлении, да, посредством времени, то есть каким образом сделать управление, если мы имеем временной аспект, то время здесь становится достаточно простым уровнем выделения импульса первого или там, следующего импульса управления. Достаточно простой пример. Например, если, например, вы воспринимаете какой-либо объект информации, например, едете, перед вами едет машина, то форма машины сразу же создает элемент числа 1, да, например, одна машина, или там буква М, там машина начинается на эту букву. И получается, что в сознании существуют законы, которые позволяют из абстрактного понятия выделять следующее понятие, например, там число или слово или букву. Так вот, если вы по аналогии начнете выделять время и рассмотреть это нужно так, как время души, то есть вот как душа, каким временем воспринимает душа, то динамика времени, она может быть настолько
быстрой, что душа характеризуется как бы сверхвременным уровнем развития, то есть находится над временем, то есть процессы настолько быстры, что время начинает как бы быть управляемым, ну, то есть растяжимым, иметь индивидуальный оттенок и так далее. И я считаю, многие, видимо, замечали, что время имеет индивидуальные признаки, и поэтому здесь выделение индивидуального признака для уровня макроспасения в данном случае это есть действие, которое делает обратный как бы уровень развития времени, то есть придает времени именно пространственный аспект. Например, машина, которая проезжает и выделена на число 1, это машина, которая находится в каком-то времени восприятия. Там, предположим, вы воспринимаете 5 секунд. Так вот, когда вы делаете обратное действие, то есть как бы находите время, то вы видите, что вы самоорганизовываетесь. Вот здесь, в данном случае, я сейчас сделал своеобразную расшифровку принципа самоорганизации из достаточно простых постулатов и даже логических систем в виде выводов, которые сейчас я привел, где вы можете самоорганизоваться из элементов, например, информации восприятия, значит, и таких элементов, как цифра, буква и именно время. Причем управление в большей степени я описывал как управление через вневременной аспект. Поэтому, когда вы приходите к тому, что вы видите свое тело, то есть видите, как идет рост вашего тела, как тело восстанавливается или самовоссоздается, а также самоорганизовывается, то вы видите, что весь окружающий мир, он тоже имеет точки самоорганизации и самосоздания фактически. То есть, и когда вы входите в точку именно сознания, да, самосоздания, то Создатель показывает вам знания уже в явном виде. И вот когда вы должны, например, увидеть эти знания явно, то здесь душа открывается. Вот я сегодня говорю о принципах работы посредством души достаточно много, но они именно таковы, что работа душой, как я сказал, может не утомлять, она может быть неощущаема, потому что ведь работа души происходит всегда, а вы не всегда же акцентируете на этом внимание, даже вот в обычной жизни, поэтому очень важно, что обычное состояние, то есть состояние души, может предотвращать возможную глобальную катастрофу, может обеспечивать вечное гармоничное развитие и, естественно, может вас постоянно восстанавливать. И вот когда вы имеете принцип постоянного восстановления, казалось бы, да, без усилий, а просто найдя состояние души, так вот, путь к душе, он часто долгий. Вот я долго, да, говорил и показал там, например, некоторые траектории в оптическом диапазоне, как выйти к душе. Но ведь состояние души должно быть действующим всегда. То есть путь к ней может быть долгим, но действие души должно быть мгновенным и всесущим. Так как, например, вот проходит следующая секунда, все сделали какое-то управление, чтобы не было глобального уничтожения, следовательно, душа проявилась как всесущая реальность. И вот когда вы делаете управление душой, то обратите внимание, что точки концентрации души – это есть внешние объекты информации. Например, точки концентрации восприятия души, предположим, я могу найти здесь точку в микрофоне и увидеть точку концентрации в оптическом диапазоне конкретно моей души и видеть, как, например, души ваши, то есть душа, там, может быть, даже человек, который идет по тротуару, она сконцентрирована все-таки по определенным законам все равно в одной точке. И вот точка, просто законы разные, да, законы движения оптические, старайтесь в оптике рассматривать процесс. И когда вы в коллективном сознании, то есть в коллективном уровне восприятия выходите в одну общую точку, вы видите, как работает, как создает Создатель. И эти знания, они достаточно открыты. Здесь просто вот как в телевизоре можно просто смотреть, делать подобно, и все. И вот когда вы делаете подобно, вот если прослушать сегодняшнюю лекцию и дойти до этой точки, где вы, я говорю, делаете подобно, то вот действие подобное, это есть ваше саморазвитие. Почему, например, там, интеллект, да, разум, считает, что развивается, когда много происходит работы или какие-то сложные понятия решаются. Хотя, казалось бы, все открыто, да, можно делать подобное и сделать как бы универсальную систему. Дело в том, что каждое следующее событие содержит, естественно, все предыдущие, плюс еще видоизмененное. То есть подобное действие всегда нуждается в корреляции. Более того, элемент корреляции, он новый. И вот когда вы делаете корреляцию, вы создаете. Вот сейчас я привел к тому, что вы создаете, следовательно, когда вы делаете управление,
старайтесь работать таким образом, что создание, само создание, это есть действие души, где известны такие понятия, как дух, разум, система там, внешней реальности, внутренней, то есть там все известно. И здесь, в этой точке, вы видите прямую информацию, как создавать, то есть как делать следующий шаг, как делать следующее развитие. И вот когда вы находитесь в этой точке, то распространение именно того, что вы можете самовосстановиться, ведь я уже сказал, что вы можете самовоссоздаваться, это конкретная технология, норма самовоссоздания – это норма здоровья, например, норма окружающих событий. И передача, например, информации окружающим – это есть уровень, где передача происходит по законам фактически коллективного восприятия, то есть по законам нормы, где норма есть, кроме того, что она существует как управляющая величина, она существует еще и норма фиксированная. Например, вы можете идти по улице, там стоят некие деревья, здания, это норма. И норма, которая передается в оптике через вас, я показывал, что букву А можно передать мгновенно куда угодно. Она передается окружающим, то есть взаимодействие норм, нормированности. И когда вы смотрите на взаимодействие нормального положения вещей, вы видите, что сама вечность, она достижима просто потому, что можно вот эту норму просто постоянно увеличивать путем создания специального управления. И вот когда я говорю о гармоничном развитии в сторону вечного развития, то именно нормирование, значит, управляющее нормирование, оно такое, что если мы говорим об управлении посредством времени, то есть восприятие содержащего элемент времени, то нормирование – это отсутствие фактора времени в элементах событий. Вот если смотреть на какое-то здание и посчитать, что как определить, что данное здание будет вечно развиваться, а просто-навсего изъять, как пластинку взять и изъять фактор времени. Тогда получится, что ваше восприятие реагирует на здание вечное и знает, более того, оно сразу знает, то есть вы можете сразу понять, как построить такое здание. Следовательно, значит, изъять – это изъять как бы некую плоскую пластинку, которая между вашим восприятием и этим зданием. Так вот, когда мы говорим о человеке, то вот этой плоской пластинки, ее уже нет. Душа видит человека таким, что он всегда вечен. И вы рассмотрите, это достаточно просто в элементах даже обычного восприятия, что когда вы смотрите на людей, у вас, естественно, не возникает, предположим, временных аспектов восприятия с точки зрения, предположим, того, что через 10 лет, или через 100 лет, через 10, через 100 в логике только разная, а с точки зрения души это одинаковое. И вот когда вы приходите к такому уровню восприятия души, это уже уровень души. То, что я сейчас говорю, это уровень восприятия души, к которому я сейчас вас привел. И когда вы смотрите на этот уровень, вы видите, что ваша душа, она не только вас восстанавливает, самовоссоздает, но она, так же, как действует Создатель, она еще и создает, в первую очередь, окружающих, которые в этом нуждаются, например, восстанавливает людей. Посмотрите на этот уровень, и вы увидите, что идет в оптике очень быстро, идут волны взаимного восстановления. И следующий уровень – это когда вы начинаете контролировать процесс, который вы видите в себе посредством специального логического уровня управления, где вы специально наращиваете управление до того уровня, причем логически наращиваете. То есть это не даже управление, предположим, духом или управление бесконечным фактором души, а это логическое управление, которое в данном случае показывает, что логика, она такова, что когда вы логически увеличиваете контроль, то логика растет вместе с физическим телом в сторону бесконечности. То есть есть такое понятие, как информативный рост тела в сторону бесконечности. То есть физическое тело при этом становится просто более здоровым, а именно рост прорастания во времени. То есть если посмотреть, я привел пример с созданием, где можно изъять пластину и увидеть интервал восприятия, где он находится, то в душе этот интервал – это и есть вы сами. И когда вы видите свое развитие на окружающих, вы видите, что
Вот распространение технологий, да, передача технологий, это также состояние души. И когда вы находитесь именно, ну, как бы в этом состоянии, то распространение, оно достаточно происходит быстро. То есть, например, если управление, да, духовное управление связано с тем, что вы спите и вы можете делать так, чтобы не было глобального уничтожения, это есть состояние, то в данном случае это состояние аналогичное. Состояние души, где идет распространение моего учения в спасении гармоничного развития, а ведь учение включает все-таки технологии совершенно конкретные по достижению прямого управления и мгновенного управления. И если вы, например, ну, делаете эту конструкцию более общей, то эта конструкция, она реализуется так, что вы получаете управление практически мгновенное только от состояния. И вот сегодняшняя задача сейчас будет идти тренинг, где нужно в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, дело в том, что не надо его менять, а находясь в этом состоянии, старайтесь, как, во-первых, сделать, да, самовосстановление, решить собственные задачи, так и одновременно передать всю практику только в одном состоянии. При этом я не различаю задачи там ваши или там макроспасения, а просто говорю о том, что вы работаете над той задачей, которую вы избираете. И начинаете сейчас работать, и по возможности обязательно, когда я буду какое-то время молчать, по возможности посмотрите на уровне вашего восприятия, как происходит работа от одного вашего состояния. То есть обратите на это специальное внимание. Начинайте работать. Я буду работать вместе с вами. Обратите внимание, что состояние, оно не напряженное, то есть это естественное состояние. И вот когда вы находите точку естественного состояния, это и есть полная реализация в обычных явлениях окружающего мира, то есть в обычных событийных системах, то есть ваше естественное состояние – это максимальная управляющая система. И когда вы приходите к этому, что находите в естественном состоянии максимальную управляющую систему, вы себя практически учите к тому, что вы то, что вы нашли путем развития, например, логики, вот, например, этой лекции, это есть то, что вы, значит, можете выделить в восприятии и этому же себя научить, то есть логически научить. И вот когда вы, значит, себя как бы проучиваете самостоятельно логически, то соединяя логики и плюс логики исследования там, лекционного материала, где понятие научить, это просто поставить задачу, что это состояние, вы себя научили этому состоянию. Вы сделали так, что ваше естественное состояние, это и есть состояние всеобщего спасения. То здесь понятно, что, в общем-то, получается, что бы человек ни делал, он все равно спасен. А когда этим состоянием владеют практически, ну, как можно больше людей, то получается, что элемент всеобщего спасения – это просто норма. Норма, которая закладывается в элемент взаимоотношений, то есть полная, причем, свобода действий и так далее. В условиях совершенно полной свободы действий и самых разнообразных интересов всегда соблюдается элемент всеобщего спасения. И плюс достижение, причем здесь уже частных целей, более быстро достигается, чем больше людей этим занимается. Таким образом, когда мы говорим о том, что состояние, к которому мы пришли, это есть управляющее состояние и состояние души, а так это сейчас и есть, и было сейчас, когда вы практиковали, то когда вы к этому приходите логически, вы можете любое состояние сделать системой макроспасения. То есть, ну, предположим, если я диагностирую самолет, который, предположим, там, перевозит там, ядерные боезапасы, которые не нужны, эти ядерные боезапасы, то есть нужно сделать так, чтобы в управлении постоянно был импульс уменьшения ядерного оружия, ну, таким цивилизованным путем, политическим и так далее, то получается, что здесь возникает как бы, да, два типа состояний, что, во-первых, я должен сопроводить, чтобы сейчас не упал самолет, а во-вторых, я против того, чтобы ядерное оружие увеличилось, то есть как бы, да, элемент сокращения возникает. Тогда, получается, два разных состояния должны реализовать одну общую цель управления. Так вот, здесь мы пришли к тому, что, то есть ядерное оружие должно быть, например, перевезено и не взорваться по пути, по крайней мере, пока политически
оно не снято с производства, например. И здесь возникает, что, да, есть управление в политической системе, в данном случае, да, но получается два разноречивых состояния должны решать одну общую задачу. Вот здесь возникает следующий уровень, уровень присутствия души, уровень реализации души в информации, в пространстве вне вас. И вот когда вы приходите к этому уровню, вы видите, что даже если состояния различные, все равно этот самолет прилетает, он не взрывается, там, не падает, и ядерные боеголовки доставляются, и в принципе через какое-то количество лет они просто реструктуризируются путем принятия там, международных соглашений. То есть закладывается такое, что действительно будет происходить, и дальше вы видите, что если, например, состояние, которое может быть совершенно разное, например, я могу слушать музыку, или там, мне понравилась мелодия, я могу находиться в состоянии восприятия мелодии, я могу вообще не анализировать, в общем-то, разноречивость или однотипность состояния души. Мне нужно сделать управление и достичь того, чтобы не было макроуничтожения. Таким образом, получается, что я выхожу на духовную сферу. Вот обратите внимание, я показал, где существует переход на духовную сферу управления и восприятия. Именно восприятие духом. А дальше, как только вы приближаетесь к себе, вы переходите к логике. И здесь логика, именно то, что формирует логические связи, это в большей степени проявлено, когда вы приходите уже к своему телу. И первая поверхность, ну, то есть первый контакт, кожа, да, это есть уже наиболее жесткая система событийных логических уровней. И поэтому, когда я говорю о том, где выделяется система моего учения о спасении гармоничного развития, то выделение в данной технологии, уже в данном развитии, происходит там, где вы имеете жесткую структуризацию связей и событий, то есть при приближении к себе. И когда вы приближаетесь к себе, видно, что от вас исходит тот свет, где каждое событие ясно, почему оно такое, почему оно происходит. То есть обратный свет. Научитесь работать светом. Свет приближения к телу через ту траекторию, которую сейчас я дал, где душа переходит в дух. И причем душа присутствует, да, во внешнем элементе. Это такое, ну, как бы трехмерное пространство. А свет отсюда, когда он движется к вам, причем двигаете его вы. Это все подконтрольная система. Это не хаотичная система. Это не транс. Это логика, как казалось бы, да, мышления, где просто реализуется цель и светооптика. То есть в состоянии работы вы не должны, например, ну, там, находиться в состоянии подобном там, трансу или там, медитации. Это обычное состояние, где вы в любом состоянии способны сделать так, чтобы не было макроуничтожения, как минимум. А более того, любое состояние является тем, что является источником вашего вечного развития. И отсюда получается, что область учения – это есть развитие структуры вечности в вашем восприятии. Вот я сейчас выделил область своего учения о спасении гармоничного развития как такую целевую область. То есть я уже вышел от понятия жестких фиксированных форм. Область учения как принцип развития. Тогда получается, что элементы учения, которые могут саморазвиваться, они создают очень быстрые обучающие системы, которые очень понятны. Вот постарайтесь сделать такое управление, что, например, если я беру область развития души во внешнем уровне и отсюда начинаю смотреть как бы на себя, то я очень просто могу, значит, восстанавливать организм, например, да, другого человека, или там зал, или там, в принципе, количество людей не имеет значения, только потому, что я рассматриваю реализацию души, своей души по норме в данной точке, а я сказал, что существует внешняя система реализации, и эту норму всего лишь надо приближать к себе. И приближение, во-первых, это совокупная система реальности, плюс еще я, который это хочет. Да? То есть, получается, я вывел к тому, что хотеть, то есть ставить цель макроспасения, это есть решение задачи в текущей системе. А когда, ну так как в следующую секунду не происходит макроуничтожение. Здесь обратите внимание на то, что я работаю логикой, но это есть законы развития сознания, законы вообще функциональности сознания. Сознание тоже имеет определенные законы функциональности по определенной теме управления. Поэтому здесь именно я сказал о законе. Дело в том, что можно рассмотреть какие-то там, ну, следственные системы, да? Обратите внимание, когда я говорю законы, старайтесь к этому прислушаться и их находить, может быть, с разных позиций часто. Не обязательно это жестко фиксированные законы.
И когда мы говорим уже о фиксированных законах, то принцип самовосстановления, принцип движения к своей душе, принцип движения по распространению, когда вы движете себе и распространяете ко всем, то он реализуется в том, что на определенном, скажем, интимном уровне души каждый человек хочет видеть себе подобных, видеть, чтобы было окружающее счастье, развитие, здоровье и так далее. То есть некий комплекс норм социальных или, в общем-то, физиологических, по здоровью или политических в том числе. Поэтому в том уровне души дух и душа находятся в одном месте, так же, как и тело. И вот здесь я привел к тому уровню понимания, что есть место в пространстве мышления, в пространстве вашего восприятия, где все находится в одном – дух, душа, тело. И когда вы работаете отсюда, то здесь достаточно проследить логику развития, например, сегодняшней лекции. То есть, если вы видите, лекционную часть, когда я говорю, то вторую часть, предположим, в понятие семинара входит, что вы работаете. И когда работаете вы, то взаимодействие, скажем так, наше, происходит в рамках зала. Понятно, что зал существует, как физическая величина, что будет видеокассет, например, текстовые расшифровки, они будут расходиться, но взаимодействие происходит по единой цели. Цель спасения всех, как первичная цель, и задача не допустить возможной глобальной катастрофы. Так вот, свечение этой цели – это есть признак присутствия в нас идеологической системы всеобщего развития. И вот когда вы, например, выделяете эту систему в себе, то вы видите, что эта система, она прежде всего направлена на то, чтобы реализовать вашу физическую реальность из макроуровня, из уровня идеологии. Вот, например, откуда берутся мысли, почему такие-то действия, в уровень клеточного плана. Обратите внимание, я перехожу на то, как вы организовываетесь логически, самоорганизовываетесь. И при этом, чтобы показать тканевую самоорганизацию, мне пришлось сейчас достаточно много рассказать предшествующих систем. Если вы аккуратно проходите до этого уровня хотя бы в одном прослушивании, даже здесь в зале, то вы уже там находитесь. Уровень самоорганизации – это то, что клетка видит собственное тело. Специальный закон сознания, один из законов, что клетка видит все тело. Любой элемент тела воспринимает ваше собственное тело так, как вы воспринимаете, в принципе, всех или самого себя. И отсюда получается, что если вы находитесь в этой точке познания, просто знания, то для вас вообще нет проблем для мгновенного восстановления, мгновенного нормирования ситуации. Ведь я же часто, здесь в большей степени часто говорю о позициях все-таки идеологических. То есть, например, я говорю определенные слова, но при этом я посмотрю, как работает при этом зал фактически. То есть в совокупности внешняя система, как работаете вы, присутствующие, как работает взаимодействие, предположим, с самим зданием зала, как идет выход оптики волновым процессом на улицу. И люди, которые проходят возле, они в этой оптике участвуют. Как в океане, человек, он разные имеет уровни, когда плавает, разные слои воды. Точно так происходит именно, что бесконечный уровень информации локализованный здесь, как также, почему я применил слово океан, там много сравнительно воды по сравнению с массой тела, устремляется бесконечный объем воды. И получается здесь то же самое локальное знание, полученное по существу, полученное с целью действия, оно может быть распространено даже механически. И вот следующий принцип распространения учения моего о спасении гармоничного развития именно посредством восстановительного комплекса заключается в том, что вы рассматриваете свою собственную систему управления как систему жестко зафиксированную. Зафиксированную где-то. Например, вы работаете в каком-то конкретном пространстве. Вот вам понравился какой-то участок на даче, условно, где угодно. И вы стараетесь работать в этом месте. И вот когда вы работаете в этом месте, то что вы делаете уже в качестве цели управления, реализуется как, во-первых, в этом месте и реализуется везде, следовательно, по цели управления, но и свет, идущий с этого места, он распространяется также механическими волнами света, как обычный свет.
И здесь вот я уже показал, как свет мышления стыкуется со светом физической реальности. Здесь получается, что если работать в каком-то конкретном месте, идет стыковка света мышления со светом физической реальности. И более того, есть возможность управлять светом физической реальности. То есть делайте просто обычное, ну, предположим, там сейчас управление такое, что, например, передо мной, предположим, сделаете управление по цели, например, место пусть будет выбрано передо мной, не на даче, как я сказал, а вот передо мной. И сделайте управление и постарайтесь выйти на световой уровень управления таким образом, чтобы, ну, свет, идущий к этому месту, это был своеобразным мостиком, где есть корреляционный коэффициент, где есть, ну, как бы амплитуда волн мышления и реального света совпадает. И тогда получается, ну, перейдите в волновой принцип, как в школе. Значит, когда это совпало, вы видите, что свет физический, он не отличается от света мышления там, где переходит мышление в область физического управления. Ведь когда мы говорили о том, что первичным уровнем действия есть действие света, обратите внимание, действие света, не сам, собственно говоря, свет, да, а действие, но действие же на чем-то базируется, то когда мы говорим о действии цвета, то здесь свет, например, да, имеющий цвет, он имеет характеристику мышления, то есть пространство мышления. Здесь достаточно, ну, в общем-то, так вот, вроде бы сложные понятия, там, когда я говорю о пространстве мышления, но это пространство мышления именно рабочее. Нам нужно сделать так, чтобы выделить структуру и управлять физическим светом. И вот как только вы начинаете управлять светом физическим, то здесь вы можете войти в структуру материального, любого материального элемента, который находится, в принципе, как на расстоянии этого луча света, так и экстраполяцией выйти из луча света, попасть в другую систему. Это элемент, который показывает, что можно использовать физические элементы для того, чтобы получить управление, как, например, прямым управлением. То есть, например, вы можете, ну, таким образом сделать, что всего лишь навсего свет, по которому вы идете, как бы как к источнику приходит к конкретному уровню, и этот уровень, он может быть клеточный, это может быть уровень здоровья и так далее. Теперь сделайте конкретное управление. Значит, это управление заключается в том, что сейчас нужно выделить свои частные задачи, сделать управление снова передо мной. Значит, и когда вы делаете управление передо мной, то есть свои частные задачи ставите в виде конкретных, ну, предположим, вертикальных столбов света. Пусть ваша часть задачи это будет некий такой цилиндр света, поставленный здесь передо мной. И постарайтесь через этот элемент света выйти, значит, фактически как бы в уровень управления, который характеризует достижение частной задачи внутри этого элемента света. То есть внутри этого столба света вы должны достичь управления фактически, ну, как бы, есть понятие такое, как, предложим там, да, вещь в себе. То есть вы должны достичь внутри этой системы того, что вы получаете путем постановки этой системы перед собой. Ну, возьмите, предложим, для анализа мою личную практику, там, ну, предложим, там, обучение в ортодоксальной системе, предложим, там, в университете. Чтобы не решать курсовые, просто брал и сразу ставил ответы. Ну, то есть я действие вкладывал, да, в конечный результат. Причем абсолютно везде вот это совпадало от и до, если мне нужно было там сделать быстро. Тогда получается, ну, в принципе, это можно делать всегда, но я старался это делать, в общем-то, по необходимости. И поэтому, предположим, вот раз там ответ есть, зачем тогда нужно создавать само действие, да, раз есть решение? Получается, решение содержится в действии, это есть то, к чему мы стремимся, то есть всеобщее спасение, это то, что нужно всем, зачем нужно усложнять систему? Значит, зачем нужно брать и что-то там привлекать извне, делать какие-то там управляющие сложные комбинации. Когда вот вы поставили цель управления передо мной, снова соберите ее, значит, и в этой же цели есть решение вопроса. И теперь, значит, вы входите в эту систему управления, входите в нее, значит, ну, как бы сознанием входите в свой личный вот этот столбик управления и постарайтесь внутри этой системы, причем я все время буду говорить, то есть старайтесь слушать, что я говорю внимательно, постарайтесь теми методами вот, именно
о которых сейчас я сказал, те, которые вот я представил методы сегодня, стараюсь этими методами реализовать цель управления, то есть достичь управления. Когда ставите управление передо мной, например, там, в 3 метрах от меня, вы же находитесь в своем пространстве мышления, а пространство мышления, они не пересекаются на самом деле. Так же, как любая координатная система, вы мыслите, вы находитесь в каком-то месте, вы не можете друг другу помешать, вы можете только улучшить систему взаимного управления, потому что вы придаете свет. Свет – это и есть улучшение управления. И когда вы управляете в одном месте, то этот принцип, что когда много людей работает на всеобщее спасение, то свет увеличивается. И свет должен быть таким, что всеобщее спасение уже достигнуто, да, как в примере задач. Уже решена задача. А я точно знаю, что действительно всеобщее спасение есть в будущем. То есть получается, я применяю ту же самую идеологию. Какая разница, я знаю задачи, технология такая же. Или там диагностическая система. Выйдите по моей личной практике, выйдите в эту систему. Просто выйдите. И когда вы выходите, там же ничего искать не надо. Я говорю, смотрите на мою личную практику и туда выходите. Учение о спасении гармоничного развития, туда же входит личная практика моя. И старайтесь по этой практике войти, и вот смотрите, начинается засвечиваться, область передо мной начинает засвечиваться. Смотрите внимательно. То есть свет, причем такой, он в каждой точке источник света, он практически бесконечный. То есть элементы вечности, растущие от вашего сознания. И когда вы начинаете опять устремляться к себе, то вы видите, что вы и есть вечный. Вот здесь главное вот это ощутить. Причем ощутить на уровне всех технологий, вот изложено, например, в том числе в сегодняшней лекции, где есть элемент понятия души и ее развитие, духа, сознания и так далее. При этом старайтесь сделать так, чтобы ваше тело контролировало всю ситуацию. Имеется в виду, есть понятие контроля логического, есть понятие контроля духовного, а контроль тела – это когда просто форма тела контролирует. Здесь я перевел на новый уровень восприятия, где тело – это есть контролирующая система и реализующая система. То есть вы спокойно находитесь сейчас, например, в этом зале, а ваше тело осуществляет абсолютный контроль за тем, чтобы не было глобального уничтожения. Только потому, что эта форма такова, что она содержит в себе это решение. И из вашей личной же практики я привел к тому, что ведь у нас семинар, то есть то, что вы делаете, я в соответствии с этим добавляю управление. И получается, что так как вы нашли, по крайней мере, многие нашли сразу, кто-то чуть позже, но в целом, как только элемент бесконечности света появился, вы нашли решение в рамках одного цилиндра, собственного цилиндра своей задачи. Нашли, потому что, во-первых, я находил, во-вторых, это проще, чем что-то усложнять. И получается, что вы можете очень просто решать задачи, а эта простота – это и состояние тела. И вот состояние тела – это и есть состояние души. Когда вы имеете состояние тела, то есть ощущаете и охватываете себя как вы имеющие состояние тела, который, кстати, может не дифференцироваться как состояние тела, но вы духовно понимаете, что это и есть состояние тела. И здесь я ввел такое понятие, как понимание духом. То есть дух может понимать. Ясно, что он понимает, но здесь вы это понимаете логически, видите, как он это делает. И вот когда вы имеете принцип духовного понимания, то вы же можете развить свой дух, скажем так, путем логического, усилия, в любую точку пространства-времени и понимать на любом расстоянии, что происходит. Вот что сейчас происходит за 10 километров отсюда, если, как предположим, строго на север. Я беру эту точку, я понимаю, что там происходит, я просто вижу. Это, скажем так, элемент управляющего видения. Но ведь я же это делаю сейчас, потому что вы это знаете. То есть можно делать, потому что вы это знаете. Я вам сказал. И когда вы сейчас начинаете решать задачу, старайтесь решать опять без состояния, главное, транса, то есть чтобы не было входа в какие-то специальные состояния. Может быть, даже очень приятно, но лучше не входить. Потому что, представьте, вы едете за рулем или какую-то решаете задачу, выступаете на конференции, вот сейчас, например, можно одновременно, я могу диагностировать или работаю одновременно с ядерной станцией, например, Воронежской, но я же
должен вести лекцию, да, или там контролировать спутниковые системы. И поэтому старайтесь не входить в трансовые системы. Пусть это, может быть приятно, но отслеживайте, чтобы это был не транс. То есть транс – это система, сверхскоростных характеристик, где может быть отсутствие, зоны контроля, да, все ложится на некий внешний алгоритм. В данном случае алгоритм должен быть только ваш. Никаких трансов, а дальнейшее управление заключается в том, что вы должны видеть себя через тот элемент, который сейчас я сказал. Элемент, где дух понимает. Понимающий дух, он спускается сверху. В виде таких вертикальных лучей он может просто на вас спускается вот сейчас. И постарайтесь видеть, где дух Создателя, где присутствие Создателя, это есть ваш дух. Именно в этой жесткой формуле. Где присутствие Создателя, это есть ваш дух. Вот я повторил специально 2 раза. Когда вы видите управление от Создателя, вы видите, что вы его понимаете. Ведь я начал с того, что можно понимать внешний элемент, а когда вы это соотносите к себе, я же не сказал, что вот берите и там интенсивно понимаете себя. Я не акцентировал на это внимание. Я сказал, что вы понимаете Создателя, когда смотрите на себя. Понимающим духом. И когда вы углубитесь вот в эту часть, да, материала, вы увидите, что я сказал достаточно просто. Для того, чтобы получить всеобщее спасение. Чтобы получить действие, то есть реальное действие. И вот достаточная простота, она заключается в том, что не все элементы можно, да, например, изложить очень упрощенно, но тем не менее есть элементы, которые только потому, что вы их прослушали, они всегда реализуются. То есть всегда реализуется всеобщее спасение. Потому что есть такая цель. Цель не может существовать без ее реализации по созидательному плану. Обратите внимание, это существует как закон мышления. Ведь внешняя задача цели, значит, вы уже там реализованы. Я говорю, что душа может быть реализована вне вас. То есть это ваша душа, но она просто реализовалась в какой-то точке пространства. Когда внешнее свечение увеличивается, то есть идущий свет к душе таков, что идущий от души свет и от той части души, которая вне вас в оптическом диапазоне, соединяются на одной скорости, и вектор, идущий извне и идущий от души, они таковы, что в точке соединения света векторальность, то есть происхождение света, оно практически размывается, то есть свет становится всеобщим. И вот когда разные векторы света идут в разные стороны, но пересекаясь, они дают именно элемент такого всеобщего свечения, то это и есть то, что делает Создатель. Вот именно в оптическом диапазоне. Это же очень просто проследить. Просто берете, как есть время у вас, и смотрите на оптическое восприятие, меняете векторность просто логическим усилием. Там, где соединение разных векторов света дает однотипность, и наоборот, увеличение интенсивности, это и есть присутствие Создателя. И вот вы, когда смотрите на этот элемент, то вот фаза моего именно учения о спасении гармоничного развития находится в элементе первичного света. Вы можете сразу войти в технологию, то есть понять, как развивается созидательный вот именно уровень, который является вашим именно уровнем. То есть какой ваш личный путь в этом месте, какая ваша личная задача. Когда вы это видите, вы вполне можете обратить внимание на себя, но уже со светом Создателя. То есть вы можете видеть себя по задачам от Создателя, глазами Создателя. То есть зачем вам в данный момент что-то нужно сделать и что вообще нужно сделать. Вот это наиболее точное видение, которое позволяет точно, совершенно работать для предотвращения возможной глобальной катастрофы. То есть, например, вот сейчас, да, я поставил такую задачу, сам лично посмотрел и рассмотрел, что там в районе Антарктики есть таяние снега, такое повышенное. Задача сделать так, чтобы его не было. Через достаточно большое количество лет, в сотнях, этот элемент приводит к тому, что не происходит макроуничтожение. Но если мы элемент сворачиваем сюда, притягиваем, то мы получаем, что нет здесь макроуничтожения, нет макроуничтожения там. Для Создателя же нет временного аспекта. И мы получаем, что в едином своем действии мы достигаем всеобщего
отсутствие макроуничтожения, вообще какого-либо можно достичь отсутствия уничтожения. Для этого просто надо, чтобы больше людей работало. И получается, что таким образом, хотя, казалось бы, ну, существует некое усложненное понимание с первого взгляда, именно как бы словесного плана, тем не менее, при прослушивании там 1, 2 или 3 раза, или там при вычитывании текста, я же говорю достаточно простые слова, я же не пишу там различные уравнения какие-то усложненные. Это же просто слова. И получается, что посредством слов обычных, без каких-либо формул, можно, значит, довести до уровня практически точного отсутствия макроуничтожения как минимум, но более того, можно обязательно достигать личных целей. Стоит только технологию познать, ну, как бы глубже, детально или больше ее заниматься. Ведь в конечном итоге все зависит от количества там времени, да, сколько вы занимаетесь технологией, потому что, ну, иногда бывают вопросы, там, какое время заниматься. Это, конечно, усмотрение каждого человека, но у меня просто были случаи, когда, в общем-то, даже от тяжелейших заболеваний люди путем просто очень как бы большого количества занятий полностью самоизлечивались. Ну как, вот с помощью, вот, там, например, по книжке «Унифицированная система знаний», это очень многие мне приносили результаты самоизлечения, где просто количество времени было высокое. Так вот, получается, что объем занятий по системе макроспасения – это есть также целевое управление, то есть где количество занятий может приводить, ну, как бы получается, к более, что ли, системному достижению результата. Так вот, сейчас в задаче управления, я просто ставлю перед вами задачу, что вы стараетесь сделать управление, при этом буду смотреть и работать вместе с вами, чтобы количество действий, то есть ставьте такое простое управление, чтобы количество действий, значит, было, ну, таким, что ли, в вашем восприятии, что все-таки количество не является определяющим элементом управления. Ведь если вы действительно управляете сразу многими задачами, то часто у вас нет времени там долго заниматься какой-то конкретной задачей. Поэтому получается, что вот сделайте это управление сейчас для зала. Сначала это управление, что имеет значение как бы все-таки точность управления, хотя при этом количество имеет, да, значение. То есть из количества получите точность. Ставьте опять такие вертикальные цилиндрики. Можно уже работать со сферами, кстати, кто хочет. Внутри сферы цели вашего управления делайте так, чтобы этими 3 простыми методами цифра, значит, буква и время, то есть 3 аспекта управления, вы достигаете того, что количество не является определяющим. И хотя я так очень хорошо сказал, да, что да, если очень много работать, можно получить обязательное управление. Но я сейчас хочу, чтобы вы сделали все-таки задачу более, что ли, ну, быстрой в достижении. Получите в управлении, что количество ваших собственных действий не является определяющим величиной, а достигнете в этой системе качества, ну, в общем-то, точности. И делайте это управление по 3 параметрам. Сначала для всеобщего спасения, второе по задачам зала и кто будет смотреть, да, в дальнейшем данную, ну, например, лекцию. И третье частная задача, как бы 3 структуры. Достигаете быстрого управления везде. Вот в рамках, в общем-то, жесткой сферы. Сферы, расположите вашу управляющую сферу передо мной. Когда я говорю использовать 3 метода, да, вспоминайте, что я говорил про методы, не обязательно детализировать, просто работайте. Ведь я уже привел вас к тому состоянию, которое является управляющим состоянием, не обязательно детализацией. Просто работайте в рамках вновь поставленных задач, и все. Сейчас начинаете работать. Старайтесь отслеживать, как идет работа по вашим задачам и как идет диагностика. Как идет диагностика, по возможности диагностируйте систему. Старайтесь смотреть, начинайте работать. По возможности сейчас работайте спокойно, не торопитесь. Я же говорил, что состояние души – это часто отсутствие напряжения. То есть это то состояние, когда вы можете заниматься, даже думать про другое, а душа работает. То есть вы работаете очень легко, причем работаете. Не торопитесь.
по возможности, достигая частной задачи, более точно их диагностируете. Диагностика текущего состояния, текущее состояние, да, например, по телу, плюс прогнозная фаза. То есть смотрите и для себя идентифицируете, что да, вы достигли в управлении. Очень жесткая система своей собственной идентификации. Теперь посмотрите по залу. Это уже я как даю некие такие управляющие конструкции, но при этом, как я сказал, занимайтесь, можете заниматься своим, ну, как бы одновременно, по залу. Посмотрите, что зал достигает решения своих задач. То есть я начал, наоборот, от частных задач зала, а дальше уже подхожу к всеобщему спасению. Хотя вы должны были работать и начали работать наоборот. Я же начал вообще с другой стороны. А потому что внешнее макроспасение – это уже есть то, что содержит все элементы управления. Тут контур внешней сферы. Сделайте так, чтобы ваши сферы, все перейдите на сферический уровень управления, внутри сферы работать, сферы света. Передо мной это лучше. Чтобы сфера – это спасение всех. Вот граница сферы – это спасение всех. Все, что внутри, свет спасения всего, вы работаете внутри этого света. А свет моего учения – то, что есть в действии, свет движения внутри сферы, который распространяется на внешнюю поверхность сферы и включает в себя. Теперь придвиньте сферу управления по залу к себе. Сфера одна у каждого, да? Она сначала объединяется здесь в одну общую, вы придвиньте к себе, как бы, получается, снимите, ну, своеобразную матрицу к себе. И обратите внимание, что сфера по залу, она при этом не уменьшилась. Самое главное, очень четко для себя зафиксировать, что любые действия, когда вы сферу управления привлекаете себе, перед собой ставить, ну там, в 10 сантиметров, можете меньше размером, чтобы она не затеняла взор. Значит, вы начинаете ее двигать еще ближе и работаете с ней, но это сфера управления залом, не ваша личная сфера. Выделите очень жестко. Далее, когда вы начинаете работать в таком плане, посмотрите, что ведь сфера макроспасения, да, спасения всех, она такая же. И перейдите к этой сфере, просто, вот, как я сказал, она такая же. Ничего другого делать не надо. И когда вы перешли к этой сфере, то эта сфера, это есть то, что движет событиями реальности. В том числе движет, да? Двигает события или организовывает события. И далее вы можете в центре этой сферы перейти к создающей сфере. Сфере, где отсутствует временной аспект. И посмотрите, как собирается время, как вообще время организовывается, как из времени получить элементы пространства. Тот же самый пример: едет машина, или там растет дерево, например, второй пример, да? И любой другой, там, элементарная частица. Движение частицы – это есть временной след. Время же очень просто здесь получается изъять. Вот движется частица, зафиксировать, да, например. И то, что есть движение, это есть время взять и изъять. Так вот, получается, что время, которое вы изъяли, это очень сильнейший управляющий элемент. Ведь частица двигалась на этом уровне, то есть как бы подложка движения. И получается, что понятное такое понятие времени для человека, который, ну, как система организации событий, дает очень точную проекцию на любое событие. Например, в конкретное время, там, в 21 час, происходит конкретное событие на планете. И получается, что элемент выделенного времени, он несет точную информацию о событии. А он же маленький элемент. И вот получается, что элемент одного времени, например, точка времени, да, в данном случае там, 21 час, предположим, решает вопрос контроля, вопрос, в общем-то, знания, да, и так далее. То есть логически введенное понятие время и логически выделенный сегмент, вот я как указал с этой траектории одной точки, получается, что логические вещи обладают свойствами тотального контроля фактически за информацией, свойствами. А свойства же можно расширить, развить. И получается, что развитие свойства – это придание независимости, то есть как бы оживление элемента света. Когда вы свет оживляете и даете им функции достаточно простые, это, да, всеобщее спасение, обеспечение гармоничного развития вечного и решение ваших частных задач, и решение задач в положительном аспекте,
то вы получаете, что этот саморазвивающийся свет, поставленный таким образом, он формирует внешнюю реальность по отношению к вам, а внешнее может формировать то, что внутри, то есть внутренний, духовный уровень, уровень развития души, уровень структуризации души. Если вы приходите к тому, что вы можете структурировать душу, то получается, что вы находитесь на очень сильном управляющем уровне, и стараться надо это делать так, чтобы этот уровень структуризации всегда был целевым, направлен на конкретные действия, и стараться, чтобы вот та сфера, которую вы выделили перед собой в виде сферы зала, потом сферы всеобщего управления по макроспасению, это была ваша личная сфера. То есть всего лишь навсего опять наложение, да, совмещение. Произошло совмещение, это ваша сфера. То, с чем вы работаете, это и есть и всеобщее спасение, и работа по задачам зала. Например, вот передо мной лежат записки, или же, предположим, есть кто в мыслях ставит задачи, и эти задачи, когда я с ними работаю, или я работаю по своей задаче, я сказал, вот там, предположим, сделать так, чтобы не было взрыва на Воронежской ядерной станции. Но делая эту задачу, я одновременно делаю по задачам зала работу, по задаче каждого. А когда всеобщее спасение, это вообще по задаче каждого конкретного человека. Получается, что здесь совмещение управляющих систем, да, в одной точке перед собой просто дает всеобщий эффект. То же самое, как всеобщность, например, знание о том, что достижимо всеобщее спасение, приводит к такому же эффекту, как управление, идущее уже совместно от души, духа, тела и плюс идущее от окружающих. Вот элемент распространения такой, что распространяется одновременно со многих систем, как лично от вас, так и окружающими, но точно так же, хотя и индивидуально. Здесь получается, почему точно так же? Потому что цель одна, и в одной вашей сфере управления все происходит, все управление. Поэтому здесь я бы хотел рассмотреть такой элемент, как образование в разделе своего учения, и показать, как через этот элемент происходит распространение и внедрение моего учения спасения гармоничного развития посредством именно восстановительного комплекса. Дело в том, что, рассматривая предшествующую часть лекции, показав, что есть единение сфер, то есть единение элементов света по цели управления, образовательный аспект именно через систему восстановления заключается в том, что элемент переведения информации, то есть приведения информации к объекту, да, действия, пусть это будет внешняя реальность, или это будет какой-то элемент духовный, или просто информационный элемент, это есть создание образовательной системы, очень жестко структурированной, которая хранит жесткие знания, во-первых, обо всем, то есть о всех элементах реальности, во-вторых, имеет собственный уровень саморазвития. И почему есть жесткая система именно сохранения знаний? Потому что есть элемент саморазвития. То есть элемент саморазвивается и вмещает все больше новые знания. Если он перестает развиваться, этот элемент, значит, уже не содержит, да, вновь созданную систему, всей реальности. Поэтому вот в моей системе образования элементы познания, элементы знаний, они одновременно являются всеобщими. И я поэтому выделил в сегодняшней встрече именно этот элемент образовательный, такой как аспект образования. Образование складывается, предположим, человек читает, да, или считает, или старается успеть это сделать в сессию за какое-то время. Вот если взять, предположим, 3 элемента сегодняшней методологии, где элементы, которые вы формируете в восприятии, являются тем, что позволяет реализовать именно внедрение и распространение моего учения спасения гармоничного развития, причем посредством восстановительного комплекса, то образовательный аспект именно в разделе образования моего учения здесь можно выделить именно специальный, закон, специальный уровень, который характеризует именно то, что знания в моем учении, они саморазвивающиеся знания, но контролируемые в плане взаимного познания. То есть созданный вами элемент, он как бы оживает, вообще говоря, реально оживает, то есть живой свет, который вступает в диалоговую систему с вами, и вы, действуя так, как действует Создатель, даете ему еще большее созидательность, еще большее развитие, и этот свет является уже всеобщим, потому что вы этому свету дали свое личное знание. А личное знание – это и есть вы, да? Но только уже в этом месте. Значит, получается, что свет сознания, свет вашего сознания начинает развиваться бесконечно, потому что он
бесконечной, по сути, организации. То есть у него есть, предположим, свойства оживления, то есть свойства источника вечности. Оживление или живой свет – это когда он вечен в каждом своем едином уровне. То есть вот вышел источник света, он здесь бесконечный, тогда он живой. Критерии живого света, они очень просты. Стоит только продиагностировать, что источник света бесконечный, значит он живой. Когда вы, предположим, дальше идете, то вы можете, исходя из этого, очень просто излечивать, кстати, заболевания таким образом, что, ведь если рассмотреть числовой ряд, да, по излечению, например, от заболеваний, то число, формирующее световой аспект, оно построено примерно таким же рядом, который приближает просто к вечному свету, но вечный ваш. То есть, когда вы это умеете и передаете окружающим. То есть, элемент вашего сознания, содержащего это знание в самом же числовом ряду, он, значит, в образовательном аспекте действует так, что ведь если вы возьмете и продиктуете числовой ряд, то он и есть числовой. То есть, казалось бы, передача очень простая. Но нагрузочная именно часть в этом образовательном аспекте, она в том, что вы знаете, а вы знаете всегда по технологии что? Ведь душа всегда знает. То есть просто-навсего более глубокое осознание действия, то есть зачем, более точная формулировка действия. И получается, что внешний свет, то, что является действием, это уже есть как бы своеобразный комплекс, содержащий как образовательную технологию, как технологию действия, обучения и так далее. То есть внешняя система очень жестко структурирована, она понятна, она содержит все элементы как саморазвития, так и распространения. И вот поэтому в моей системе именно образования я всегда стараюсь придерживаться аспекта, когда распространение информации, именно, например, в первую очередь о всеобщем спасении, это процесс, который, во-первых, он всеобщий, его нельзя остановить, он обязательно достигает цели. И получается, что система должна быть развитой, да, в этом плане именно. И она тогда должна обладать вот одним из тех свойств, которые я сказал сейчас. Это свойство, когда существует именно такой аспект как бы живого света. Когда вы смотрите из этого аспекта, то постарайтесь сделать так сейчас, следующее управление. Возьмите определенный мной живой свет, то есть показанный, и вы к этому пришли. Вот сейчас вы работаете с этим понятием, вы его знаете. И возьмите обычный свет, который, как бы идет от лампочек, да? Возьмите и как бы синхронизируйте лучи и оживите сначала лампочку. То есть сделать так, чтобы свет, идущий от вашего сознания, совпал с самой лампочкой, например, потом все внешнее, да, что и окружает, здание, например. Тогда получается, что пространство вашего мышления – это и есть все, что вас окружает, и вы его видите. Постарайтесь увидеть, что за вами, просто постарайтесь экстраполировать быстрым толчком как бы от здания, посмотреть, что вокруг, там, на тротуаре или там вообще где-нибудь, предположим, в Америке, в Западной Европе или на глубине океана. То есть посмотрите как можно шире и посмотрите каждый свой образ. А теперь от образа воссоздайте, то есть именно от образа, который вы же сами нашли, и распространите эти знания в виде света. Не обязательно их детализировать, просто засветитесь как бы. Свет, несущий вокруг эти знания, усилит восприятие окружающих. Вот на этой точке усиление происходит в восприятии, что вы более точно начинаете видеть, более точно фиксировать и более точно, например, восстанавливать, да, более быстро и так далее. Когда идет восстановление, соответственно, вы должны показывать, что это такое окружающим, по возможности более явно. Конечно, у вас свое собственное восприятие, но старайтесь в более явном виде показывать, каким образом вы это делаете, если есть такая возможность у вас по времени. Но вообще, когда вы работаете с информацией, по возможности, конечно, старайтесь обучать. Именно в моем учении принцип передачи информации, то есть принцип обучения, это все-таки принцип основополагающий, почему и я характеризую именно как учение о спасении и гармоничном развитии, что вы должны спасать, используя собственный опыт. Логически это очень понятно. Чем больше людей работает на то, чтобы не взорвалась ядерная станция, тем лучше всем. И еще лучше, когда работают таким образом, преподавая эти знания, да, широко их распространяя, что
есть специальные технологии образовательные, есть специальные технологии, позволяющие в образовательном именно аспекте передавать те знания, которые уже таковы, что, имея эти знания на той же ядерной станции, ее невозможно взорвать. Ведь этот свет, который живой, он же такой, что он просто фиксирует, да, делает вечным это здание, оно не взрывается. И как бы, когда мы начинаем говорить об образовательных технологиях, то мы должны здесь понимать, что технологии, конечно, разные, да, могут быть в плане там, восприятия, но они едины по цели, следовательно, у нас задача очень простая. Единая цель, единая задача, и в связи с этим получается, что как бы проблем-то никаких нет, есть единый свет, который означает именно всеобщее спасение, работа на конкретную реализацию этого светового образа, тем более я сказал, что это есть в будущем, значит, что есть всеобщее спасение, и задача всего лишь навсего это, да, придвинуть к себе ближе и реализовать как можно быстрее. А почему быстрее? Потому что, ну, это просто для адекватности реакции на окружающую среду, если есть возможность как бы в любой момент глобального уничтожения, лучше всего, чтобы всеобщее спасение было сейчас, чтобы эта возможность нивелировалась и не существовала, да, глобального уничтожения. Поэтому элемент предвижения вот этого, как бы, ну, своеобразный, что ли, каркас, это, который содержит эти события, его можно придвинуть сюда и реализовать систему так, чтобы точно не было уже сейчас и никогда. Вот в качестве самостоятельной работы постарайтесь сделать так, чтобы понятие, что никогда, например, не происходит, там, возможно, глобальная катастрофа, или, более того, всегда есть вечное развитие, там, вечная жизнь человеческого тела. Постарайтесь это делать сейчас, здесь, как бы перед собой. То есть в результате сегодняшнего семинара, когда вы сами проводили практику, по возможности запомните эти состояния и работаете самостоятельно, но делайте сейчас, достигайте цели по возможности сейчас. Да, есть какие-то пролонгированные цели, там, более отдаленные, но в качестве конкретной практики желательно практиковать. То есть именно практиковать либо на ассоциативном восприятии, если не вчитываться, да, в детали лекционного материала, но получать результат обязательно. Ну, например, там, вы имели состояние, получили результат, запомните состояние. Либо тогда уже вычитывать лекционный материал, либо там просматривать на видеокассетах и получать с конкретного пакета фактически информации в виде, например, семинара, получать конкретный результат. При этом старайтесь, когда идет работа зала, смотреть, что делают все. То есть, ну, например, есть какая-то задача, которую я ставлю, и все выполняют эту задачу, старайтесь смотреть, как выполняют. Потому что ведь материал, когда много людей его прослушают одновременно, он становится очень понятным. Достаточно посмотреть, как работают 1, 2, 3 человека в вашем восприятии, вам сразу становится понятно, что происходит в плане управления, как вообще работать. Ведь количество работы, хотя, например, я показываю, предположим, ну, работу различную, но количество, как правило, определено тем, что вы работаете с каким-то конкретным конечным числом действий, там, например, 3 действия, да, реализующие основной пакет управления. И получается, что когда вы смотрите, как эти всего лишь навсего 3 действия реализуют 10 человек, у вас возникает 30 вариантов, а действий это 3. А если смотреть, как реализует вообще зал, где больше, чем 10 человек, то, или там 300 человек, да, то получается где-то по 100 человек на одно действие. Вы точно достигаете точного управления. То есть получается, что не достигнуть управления в условиях прослушивания вот в зале, ну, практически нельзя. И получается тогда вопрос в том, а почему, ну, управление или может затягиваться, или реализовываться в какое-то там более позднее время, а потому что тогда прислушайтесь к своей, опять же, душе, посмотрите на состояние более раннее, что хочет душа, что она реализует в этот момент, да? Для чего используется техника, которую вы сейчас имеете с точки зрения души, и на уровне согласия, то есть гармонии со своей душой, гармонии всеобщей, тогда уже решите этот вопрос точно, как бы в короткое, ну, в нужное вам время. Потому что я как показал на логике, а ведь это не просто логика, я же диагностирую эту информацию, и она, вы можете ее просто как бы пощупать, что она реализуется именно всегда, если вот именно так следовать логически. Получается, что управление даже по частным задачам всегда достижимо. Созидательного плана, конечно. Тогда получается, что
если вы, ну, если речь тем более о самовосстановлении там, или восстановлении другого, то получается, ведь чтобы хорошо передать, вы должны сначала в большей степени сделать самостоятельно. Ведь у меня там, например, так называется, внедрение и распространение учений. Что сначала надо сделать, как бы убедиться в том, что именно эта технология, именно так она понимаема и дает вот именно конкретно этот результат. Конечно, есть другая технология, моя же, например, но результат, полученный даже с какой-то конкретной технологией, желательно именно эту технологию распространять, чтобы по возможности акцентироваться именно на результативности, что вы, получив сами результат, показали, проконсультировали человека или окружающего, или там семинар какой-то провели, и смогли, чтобы именно этим методом, который вы освоили, вы этот метод взяли и передали. Например, в моей конкретной практике, предположим, я вот привожу конкретные примеры, связанные с диагностикой самолета. Если элемент внешнего сознания, да, элемент, который содержит именно структуру души, конкретно факт присутствия души во внешнем элементе, то при движении к себе это очень сильнейшая система излечения. Я ее просто в практике пользовался, окружающих причем. То есть получается, что я достаточно часто, в основном-то использую просто личную практику и как бы показываю те элементы, которые практически у меня показывали, например, системный, постоянный результат достижения управления по восстановлению, например, да, достижению того, что событие отрицательное не наступает и так далее. То есть, поэтому по возможности вы используете личную практику, то есть методологию, которую я даю, все-таки я все время даю в прикладном значении, обязательно. То есть у меня все время в управлении стоит одна задача: сделать так, чтобы не было всеобщего уничтожения, было всеобщее, значит, наоборот, спасение и обеспечение вечного гармоничного развития. Следовательно, что значит вечность? Вы должны уметь самовосстанавливаться, уметь других восстанавливать, да, и организовывать внешнюю реальность, экологическую систему, социальную, политическую и так далее. И, здесь вот образовательный контекст я сегодня привел, какой может быть. Это один из видов, который в моей системе образования существует. И получается, что вы здесь должны определиться с выбором конкретных фактов. То есть какой метод или какая последовательность слов из моего лекционного материала приводит к конкретному управлению. И когда вы выделяете уже достаточно точно ситуацию, то получается, что передача информации, чем дальше передается информация одного, например, жесткого метода, тем проще становится передача, потому что эффект опять большого количества людей, эффект объединенных общей целью, потому что даже в цифровой ряд у меня первым уровнем зашита система всеобщего спасения, сами цифры. И получается, что когда один и тот же цифровой ряд, например, передается по лечению одного заболевания, все больше людей начинают спасать те, которые излечились, например, от этого, или остановились, или помогли в событийном ряде. Ведь у меня есть цифровые ряды по управлению событиями, не обязательно лечение. И поэтому здесь не суть важно, цифровой ряд или это словесная формулировка. Я же сегодня показал, что достаточно иметь только одну букву, чтобы сделать весь спектр управления. Ведь здесь речь идет о том, что формирование управления таково, что цель должна быть обязательно достижима, потому что задача, которая не может иметь, например, второго варианта по возможному решению. Задача всеобщего спасения, она одна может быть. И поэтому здесь нельзя, предположим, ошибиться, нельзя допустить варианты, что вдруг где-то можно повторить. Такого, как правило, не бывает, да? Даже в элементарных вещах. Брать тоже диагноз самолета или паровоз, наставлять каких-то систем, он один раз пролетает, и чтобы в любом случае не было какого-то именно варианта глобального уничтожения, приходится работать так, что действие неповторяемо. То есть это именно развитие духа, развитие души, когда вы обязательно спасете, обязательно полностью, например, самовосстановитесь, если это нужно для вас, да, может быть, какие-то проблемы предположим, по здоровью, и вы можете обязательно научить любого другого человека, причем именно независимо даже от возраста, ведь понятийные системы очень простые, работа со светом, например, и такими простыми понятиями, где всеобщая цель формирует именно обязательную достижимость именно такого, получается, уже всеобщего управления, по сути. Потому что те, кто делает это, может быть, не регулярно или несознательно, они все равно делают.
Задача просто им передать, как бы дать технологию более контролируемую, и чтобы они это делали, ну, что ли, более регулярно. То есть, поэтому ситуация такова, что в ваших силах вполне это сделать быстро. Поэтому я призываю более широко распространять именно мое учение о спасении и гармоничном развитии, где бы, значит, ну, были возможности как бы зафиксировать, что ли, так ситуацию, чтобы через какое-то количество времени уже было точно, за счет просто количества даже людей, ясно, что никаких проблем нет именно в системной безопасности будущего. Ведь на самом деле элементом именно системной безопасности является образовательный аспект, что люди имеют сами лично эту технологию, ни от кого не зависит. Это действительно реальная и истинная свобода личности от создателя. И они могут, например, ну, вполне научить, вполне применить, то есть они свободны. Именно бесконечно свободны, да? То есть могут вечно развиваться. Там сам восстанавливать сколько угодно, других восстанавливать и так далее. И поэтому здесь желательно вот именно в понятие широкого распространения вкладывать не обязательно там даже, может быть, по количеству сразу людей, а именно больше в передаче там идеологической сущности, когда лично каждый человек может, способен, и более того, он уже там находится. Он уже там находится, просто главное осмотреться и применить техники, которые, вот, например, я предлагаю в виде все-таки достаточно простых техник. Как я сказал, я же все-таки не выписываю формулу, а говорю словами. На сегодня я заканчиваю встречу. Спасибо большое за внимание. Вы очень внимательно прослушали.